Привет всем, вы на канале Алина Танман. Сегодня мы приехали в больницу в городе Мариуполь. У бабушки, у папиной мамы стоит кардиостимулятор. Вот, и нужно каждое какое-то время ездить его проверять. В общем, мы сегодня приехали проверить. Заодно покажу вам, что сейчас происходит в Мариуполе. Надеюсь, что заедем на набережную. Очень хочется попасть к морю. У меня уже везде этот запах моря. А сейчас мы с вами погуляем по больнице, посмотрим, что здесь и как. Честно, я никогда не была в этой больнице. Как здесь было раньше, я не знаю, но в принципе можно понять, что что-то реставрируется, что-то делается, очень много строительных материалов вокруг. Ну, я так понимаю, что ремонт везде идет. Вот такая сейчас кардиология. Больница скорой помощи тоже в этом же здании. Так выглядит больница с другой стороны. На улице Бахмутской, 20А она находится. Мы уже закончили все наши дела. Теперь едем в сам город Мариуполь посмотреть, как он изменился за прошедший год. Приехали на набережную. Пошли, конечно. Что, зря приехали. Туалет. На Комсомольском пруду точно такие же стоят, раздевалки, по-моему, точно такие же. А вот и Азовское море. Большие раздевалки, навесы, лавочки. Конечно. Вышки для спасателей. Песочек. Пока чистый. Слушай, идем туда. Сейчас мы подойдем ближе к морю. Песок не очень чистый. Камни, стекла. Не очень хорошо. Пап, а то что за краны? То порт. Порт? Вот, а вот это с порта везут грузы. Да, жизнь кипит, короче говоря. Холодная вода. Да, вон детки купаются. Не такая уж холодная. Привет вам с Азовского моря. Да, вода чистая. Холодно. Ой, да, купальный сезон открыли. Да. Ну как-то мне здесь не очень нравится. Какое-то железо везде вокруг, бетон. Не, ну это... Что это вообще? Рядом с портом. Рядом с портом все такое, да? Ну да. Вот там. Понимаешь, что вот там вот идут корабли выходят, вот они выходят. Ага, ага. Там канал про это самое, про рыбу. Это, на самом деле глубина Азовского моря в самом большом месте 17 метров. Понимаешь, чтобы корабли ходили, а именно у них потопление огружено, они больше надо. Чтобы они по брюхам не чесали, есть специальный снаряд, земснаряд он называется, он собирает песок, и он делает канал, глубже делает, он делает канал где-то 25 метров, чтобы было, 25 до 30, чтобы корабли груженные выходили из песка. И он постоянно по этому каналу ходит туда-сюда, а корабли заходят, канал он такой, круг по кругу. Они по одной дорожке заходят, по другой выходят. Вот так у нас было с вами немножечко истории. Вообще мы ездили на Азовское море ранее, но мы не ездили не в Мариуполь, мы ездили в Пилетино, Урсус, Юрьевку. Здесь мы первый раз, и, честно говоря, я посмотрела. Слишком много бетона, железа. Ну, это понятно, для чего это все сделано.
Новый В объем. принципе, пляжная территория красивая, то есть ее облагородили, поставили и такие вот вышки спасательные, и дорожки, но само море, все вот эти вот каменные сооружения портят весь вид. Наступил следующий день, и мы собираемся поехать на море в Милекино. Но перед этим нам необходимо купить зонтик, так как очень жарко. Мы сейчас собираемся на море и заехали за зонтом в Галактику. Такой зонт 2,5 метра стоит 2400. Посмотри, какой папа серьезный набор. Зонтик и компот. Компот, кстати, я варила. Шикарный получился. Да, вкусненький компот получился. Так, это мы уже приближаемся. Раньше мы отдыхали. Жили в этом домике когда-то. Да, в этих домиках мы отдыхали раньше. Но в этот раз мы решили, что не будем снимать домик. Вот в этом домике мы жили. Сразу у нас здесь ворота. И выход на море. Ой, какие эти. Что это такое? Что тут стоит? Не понятно. А вот и морешко. Очень близко было. Ну, какой забор облезший. Вот там дальше обычные пансионаты. Не такого плана. У нас хороший был. Там, конечно, нужно будет пойти посмотреть, что там сейчас происходит. Такое количество людей на пляже. Здесь и другие пансионаты, дома. Прикольно. Хорошо, что мы взяли зонтик. Мы думали, покупать его, не покупать. Но жарко. Все, поставили мы наш зонтик. Взяли старые подстилки. Еще не купили мы подстилки для моря. Вообще не знаю, нужны ли они нам или нет. Подушки. Без подушек мы никуда не ездим. А папа уже пошел. Значит, что у нас сейчас интересного происходит? Во-первых, мы приехали в Мариуполь. Ну, сейчас мы на море. Так как бабушки не стало уже 3 года, дом сейчас у нас не в очень хорошем состоянии. Сад зарос очень сильно. Мы сейчас занимаемся садом, домом, вообще участком. Участок у нас, в принципе, небольшой, но так как есть небольшой садик, палисадники, то, конечно же, приходится приложить руку, по-другому нельзя. Иначе оно все зарастет, и потом вообще будет нереально что-то там понять, что там есть. У нас шикарные вишни, вы видели в предыдущих видео, абрикосы, немножечко даже шелковицы есть от соседа. Вот. Сливы, яблоки, груши. Ну, в общем, есть чем заняться, как вы понимаете. Также из-за того, что дом долго стоял без отопления. Ну, как бы мы приезжали в основном летом, когда не нужно было топить. Он сильно потрескался. Из-за того, что возле нас по дороге, на которой находится дом, проезжали военные машины, тяжелые машины. Все тряслось, очень много штукатурки посыпалось. Ну, в общем, еще много работы в нем. Вот, ну, в общем, этим мы сейчас занимаемся. Видео особо я сейчас не снимаю, что касается дома, потому что мы как начинаем, и начинаем часов в 7 утра, и часов в 7 вечера, а то и в 8 заходим домой. Вот, я помогаю, конечно же, родителям, вот, но чаще я готовлю есть, вот, а они там уже решают, что делать. Просто некоторые виды работ мне нельзя делать, например, такие как красить что-то, я не могу ничего красить. У меня в детстве было сильное отравление краской, вот, и, в общем, от запаха краски мне плохо становится. Но нам нужно красить заборы. Белили мы, кстати, с мамой бордюры. Вот первый раз в жизни я белила, но я знаю, что их нужно белить, я знаю, чем это делается, как это делается, но я ни разу не белила. Когда мы приезжали, уже все, да, бабушка уже все побелила, все приготовила, вот. Ну, конечно,
Без бабушки плохо. Вот. Что мы еще делали? Обрезали ветки в саду сухие, собирали вишни, вообще убирали двор. У нас, получается, был раньше во дворе асфальт, сейчас он потрескался, повылезала трава, эту траву нужно еще будет поубирать. Ну, в доме, соответственно, поубирали, как вы понимаете, я уже говорила, что штукатурка сыпется, знаете, вот такой вот не слой пыли, а слой именно вот чего-то белого. Ну, я предполагаю, что штукатурки, ну не штукатурки, а вот этой побелки, ну, раньше потолки ж белили, вот, натяжных потолков не было, вот. И, в общем, вот это вот все посыпалось, все мы поубирали, окна помыли, занавески постирали, ковры повытрушивали, в общем, поубирали, навели марафет. Но самое прикольное, что нам через 2 недели уже нужно уезжать. В общем, но все равно, как бы, не хочется сидеть, вот, знаете, вот эта вот пыль, вот это вот все, ну, как-то... Вот, поэтому пришлось поубирать, деваться некуда. Конечно же, много сил на это ушло. Только перестирать и занавески. У нас получается 2 спальни, зал, большая прихожая, кухня. Сколько у нас окон? Ну, в общем, у нас в районе 10-12 окон. В общем, занавесок было огромное количество. Стирали. Вот, и, в общем, занавески, шторы. Ой, кошмар, в общем. Что вам еще такого интересного рассказать? Ну, в принципе, я думаю, что это происходит у всех, у кого дома стоят долгий период без хозяев. А теперь давайте попробуем водичку. Ой. Людей очень мало. И сразу, когда заходишь, потом постоишь, сейчас будет теплое, тепло. Я вот сейчас стою, вообще не ощущаю его. Ой, не знаю, я прям ощущаю, прям как ощущаю. Что там, горки стоят? Не видно. Нет. Там обычно вдали стояло 2 горки, одна побольше, другая поменьше. Мы вечно на них катались. В принципе, пляж относительно чистый, и чище бывало. Вот здесь, видите, полоса ракушек. Там немножечко больно идти. Далее идет хорошее дно. И потом очень-очень такой болезненный участок, скажем так. И, кстати, мы сплавали с папой на вторую мель. Кто не знает, Азовское море очень мелкое на самом-то деле. Вот, на нем есть сколько? 2 мили? В Азовском море. И мы добывали его второй сегодня. Сколько милей? 2. 2? 2 мили? На самом деле это зависит от сала, Побережье. от зимы. Если большие сильно шторма, то образуется 2 мили. Если небольшие шторма, то образуется 1. Как песок по дну подвигает. Это все шторм. Папа проснулся, аппетит. Да. Ну, у нас, в принципе, хорошая. Вот особенно на этом моменте. А вот видите, вот там, где заканчивается дно, видимость надо, начинаются такие ракушки. И они так, мне кажется, они большие, но поломанные. И очень больно идти по дну. Там получается вот эти вот, как можно сказать, даже осколки ракушек, камни. Ну, в общем, удовольствие еще то. Но в любом случае можно зайти босиком. Это не такое дно, как, например, мы были в Алании, там вообще просто по дну идти нереально. Но зато, смотрите, такая водичка прозрачная. Красота вообще. Вот такое на наше Азовское море. На него мы ездили каждый год. Людей очень мало, как вы видите. Даже несмотря на то, что сегодня воскресенье, на выходные всегда много людей.
А вот там вот, посмотрите, вот то порт. Туда мы с вами ездили, помните, в прошлом видео я показывала порт. В общем, вот так. Водичка классная. Сначала чуть холодно, потом нормально, привыкаем. Ну, кстати, я очень замерзла под зонтиком. Мы на солнце не рискнули выходить. Я лежала себе под зонтиком, а под зонтиком холодно. В общем, решили уезжать. Хватит на сегодня. Мы решили в этом году не снимать домик. Будем ездить просто на разные места, посмотрим, что где происходит. Хотим еще в Урсуш, может еще на Косули. Все, классно. Спасибо, что смотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.